Ну что, мы уже с вами посмотрели на Client из агентов. Думаю, пришло время посмотреть и на Open Code. Если Client для меня это в первую очередь расширение для среды разработки, то Open Code для меня в первую очередь это терминальный агент. То есть отдельный, независимый от других инструментов разработки, легковесный. Ну и мне это больше нравится, больше подходит. Буду сегодня рассказывать на своем опыте, то, как с ним работать и показывать. Если что-то не так, всегда можно написать в комментарии. Приходите на огонек, пообщаемся. Ну или если есть идеи, что тоже посмотреть, или, может быть, есть какие-то вопросы, нужен совет, тоже приходите. Начнем по OpenCode с установки. Есть разные варианты того, как можно установить OpenCode. Здесь вот основные приведены на главной странице, но можно зайти в раздел Download, и тут есть варианты и терминала, и десктопа, и расширений для среды разработки, и интеграций для разных GitHub и GitLab, вот таких вот систем. Значит, мы не будем смотреть ни на что, кроме терминала. Даже, думаю, в терминале-то мы все не успеем посмотреть. Да и самый главный, наверное, фокус самого продукта OpenCode на терминале, в первую очередь. Здесь есть curl, npm, ban, brew и paru. Можете пользоваться любым подходящим вариантом. У меня тут curl, скрипт для установки. Я не знаю, может быть, если с Windows открыть, то будет там уже PowerShell какой-нибудь скрипт. Но как бы там ни было, я такими скриптами не люблю пользоваться, поэтому я прохожу на GitHub. Если что, вот GitHub тоже есть ссылочка на главной странице OpenCode. На GitHub у них есть релизы здесь, на Anomaly.co OpenCode. Заходим в релизы. Ну, загрузилось. В релизах тут есть разные варианты. Можно показать все ассеты. И здесь есть вот OpenCode Desktop, это как раз десктопные издания, нас оно не интересует на данный момент. OpenCode Darwin для macOS, OpenCode Win для... Где он тут? Вот. Win x64 для Windows и OpenCode Linux x64... научиться бы говорить еще. OpenCode Linux x64, вот он, для Linux. Я, собственно, его загрузил. Будем работать поэтому с ним. Так, это наша демо-папочка на сегодня. Тут есть всего два файла. opencode.jsonc – это конфигурация, которую мы посмотрим чуть попозже. И вот тот самый загруженный установщик. Там внутри этого файлика tar.gz, установщик, говорю, бинарник tar.gz будет лежать всего один файл, OpenCode, поэтому его можно распаковать с помощью tar xvf -c, сразу куда-нибудь, где он системно будет доступен. Но у меня это local bin. О, какой большой курсор стал. Вот распаковываем. У нас есть OpenCode. Чтобы запустить его, можем пользоваться просто OpenCode. Если вам нужна веб-версия, то есть вам хочется какого-то GUI, вы можете запустить OpenCode Web, и он автоматически запустится в режиме сервера. Вы сможете получить доступ в браузере к OpenCode. Это практически то же самое, что OpenCode Desktop, просто без того, чтобы устанавливать десктопную версию. Я смотреть сегодня на веб-версию не буду, там очень часто меняется на десктопных версиях и веб-дизайн, интерфейс, поэтому я просто не успеваю за ним. Терминальный более стабильный, и я буду смотреть сегодня на терминальный. Чтобы запустить, пользуемся OpenCode. Вот он запустился. По умолчанию будет работать модель Big Pickle, по-моему. Есть какие-то бесплатные модели из коробки. Вот чтобы немножко притормозим. Весь интерфейс, в принципе, достаточно минималистичный. Тут кажется, что мало чего есть, но на практике все, что нужно, всегда имеется. Здесь видно то, что сразу есть подсказки внизу о том, какие можно сочетания клавиш использовать для того, чтобы какие-то действия производить. Самое главное, наверное, из них это Ctrl-P на главном экране. Она открывает доступ к меню со всеми возможностями, которые здесь есть. Ну, вот здесь есть возможность с сессиями работать. Сессии — это типа вот тасок в Client, то, что было, то есть какой-то контекст, в котором вы работаете над одной задачей. Агенты. Вы можете менять агентов. Агент здесь это вот, например, режим плана, это отдельный агент, режим действий, билда, это другой агент и так далее. Там есть другие совсем агенты. Мы сегодня все трогать не будем, но просто понимаете, что OpenCode рассматривает себя как хост для агентов. То есть это некоторое просто среда, окружение, чтобы вы могли написать даже какой-то markdown файл, и это стало установкой для работы какого-то агента. Чуть позже мы посмотрим на другие варианты, но просто к тому, что их тут много, и они бывают тут разные. Основные два — это вот build и план. Есть провайдеры,
Это как раз когда вы хотите подключиться к облачным провайдерам. Полезно бывает сделать коннект. Информация по системе включает debug информацию, темы. У меня, по-моему, стоит тут уже капучин, но можно какую-нибудь другую поставить, которую хочется. Документация, плагины, скиллы и div для гита, например. Ну, в целом очень много всего тут есть полезного. Покопайтесь в этой менюшке, может быть, что-то вам там будет то, что действительно нужно. Если говорить про какие-то альтернативные варианты того, что можно пользоваться, то можно прямо в промпте, в окошке промпта, слэш использовать для того, чтобы использовать агентов. Часть функций, которые есть на Ctrl-P в командах, вы можете также получить и здесь через слэш. То есть удобно, немножко побыстрее. Но опять же, вот напоминаю еще раз, что внизу здесь будут подсказки о том, какие можно использовать кнопки. Поэтому на Tab мы можем, например, переключаться из режима план в режим build, из build в режим план и так далее. Что нас интересует? Нас интересует, чтобы мы могли настроить какие-то коннекты, правильно? Вы можете использовать Connect. Здесь есть разные варианты провайдеров. Самые основные здесь есть. Но из того, что меня интересует, к сожалению, здесь нету локальной Llama CPP, Llama Stack и вот этого вот всего. Ну, Llama Swap, например, и так далее. Вот. Мы сейчас посмотрим на то, как это подключать. У меня тут он подключен уже. Вы можете /models использовать для того, чтобы переключать сами модели. Как видите, здесь уже есть бесплатные модели из коробки от самого OpenCode есть. Это BigPickle, Mimo и так далее. Вот, например, можем включить Mimo, можем сказать ей «Привет». Она там подумает, что-то подумает, ответит нам. О, работает. То есть в целом вы можете OpenCode даже пользоваться без того, чтобы подключать что-то. Сразу попробовать, как он работает. Эти модели, они ограничены по условиям, то есть вы не можете прям постоянно много туда запросов посылать, но, тем не менее, как стартовая какая-то точка, очень хорошо, на мой взгляд. У меня тут подключены две модели, Qwen и Gemma, мои локальные. Кроме этого, я OpenRouter еще подключал модели бесплатные, пробовал. Тоже удобно работает. Но сейчас мы поговорим именно про то, как подключить вот такие вот локальные модели. Выходим из OpenCode. Если вы вышли из OpenCode, можно вернуться в ту же самую сессию, где вы были с помощью OpenCode-S sess. Или, если вы хотите посмотреть, какие сессии были, вы можете пользоваться Sessions. Пожалуйста, вот наша сессия, которую мы с Mimo общались. Вот она есть. Так, нам надо посмотреть на конфигурацию, которая у нас была, да? Откуда он взял те самые Qwen и Gemma. Вот, в принципе, называется файл OpenCode.json. JSON-C – это в смысле того, что это JSON с комментариями. Я не использую комментарии в JSON, но просто по умолчанию почему-то он создается именно так. Вообще он живет по адресу .config opencode JSON-C. Здесь он у меня пустой, этот конфиг. Я специально его сделал локальным, именно в этой папочке, чтобы показать наглядно то, что он тоже работает. Если вы хотите посмотреть, как конфиг вообще, поскольку конфиг такая важная вещь, хочется часто понять, как он собирается, и бывает полезно вот так вот сделать OpenCode, debug, config, по-моему, так пишется. Вот, и он вам покажет, какой конфиг он собрал в конце, потому что все конфиги, которые есть переменное окружение, которое конфигурацию настраивает и так далее, все эти конфиги, они собираются вместе, мержатся, и то, что вы получите на выходе, вы можете посмотреть с помощью OpenCode debug config. Очень удобно бывает. А мы открываем тот самый конфиг, который у нас локально, да, ага, писать бы еще научиться. Вот здесь у меня подключены две модельки. Если вас интересует, где можно найти документацию по этому всему делу, конечно же, у OpenCode есть документация, она замечательная, очень рекомендую ее почитать, поскольку мы сейчас все не затронем, а только основную часть подключения моделек посмотрим и самым базовым использованием. Очень рекомендую эту документацию почитать и с ней ознакомиться. Вот тут есть как раз раздел config, здесь вот базовые вещи по конфигу, и есть providers. Вот, providers как раз то, что нас интересует. По конфигу, то, что я говорил по локациям, вот здесь целый список с того, откуда они тащатся. Вот это вот, например, тот конфиг, который основной у меня есть. Они тут с JSON указывают. У меня почему-то JSON-C он создался, поэтому я теперь JSON-C использую, не знаю. Может быть, надо дропнуть просто этот JSON-C и оставить JSON, но как есть, так есть. Так, провайдеры. Здесь можно на Ctrl-F найти local models, да?
Да, нет, так мы не найдем. Давайте Llama CPP. Угу, вот он есть тут. Отлично. Вот Llama CPP ищите, если что, наверное. Я прямо на это ссылочку на Llama CPP и оставлю в описании. Как видим, это тот же самый конфиг. Здесь в конфиге всегда есть вот эта схема. Где она у меня тут? Да, вот она. Это схема для конфига. Вы можете, если хотите, посмотреть, какие могут быть параметры, в каких разделах и так далее. Если вы понимаете, что такое схема, может быть, вам это будет полезно. Если нет, то, в принципе, без нее можно жить. Провайдер. Здесь они предлагают назвать его Llama CPP. У меня не совсем Llama CPP, поэтому я назвал его не так. NPM-пакет, который обеспечивает доступ к OpenAI Compatible endpoint'ам. Название провайдера. Llama сервер, они здесь его назвали Base URL. Как помните, V1 обязательно нужно добавлять. Модельки. Они тут Qwen Tricoder. Имя задают модельки и лимиты. Вот, лимиты – важная вещь. Можно без них, конечно, сделать конфиг. Но тогда он не будет понимать, где границы контекста. Из-за этого он может либо раньше времени просто делать compaction, либо не сделать его вовремя, и ваш контекст просто протухнет. Он станет слишком большим, и модель просто не будет знать, что ей делать дальше, куда ей писать-то. И, скорее всего, войдет в режим по умолчанию, в зависимости от того, что у вас настроено. Поэтому лучше эти лимиты устанавливать, чтобы там не было всяких транкейтов и других вещей не очень приятных. Так, возвращаемся к нашему конфигу. Как видите, все то же самое. Я здесь, правда, еще вот отключил автоапдейт для OpenCode и отключил функции шейра сессий, чтобы куда-то в облако не улетали мои сессии в публичный доступ, который я локально делаю. Может быть, вам это тоже будет полезно, не знаю. То же самое, только я единственное назвал провайдер local и назвал его Llama Stack. Base URL 8080 V1. Здесь у меня уже крутится Llama Swap. Модельки Gemma 4 с лимитами, Qwen 3.6 с лимитами. Собирал этот конфиг я вручную. Понятное дело, что каждый раз вручную это собирать, если вы добавляете по 10 моделей в день, это очень неудобно. У меня сейчас очень много моделей в Llama. У меня вот открыта конфигурация Llama Swap. Она, много тут. Это я ее сократил специально для цели демонстрации. Она немножко изменилась, к слову, мы еще пробежимся по ней. Но каждый раз вручную собирать это, не фэншуйно, да? Не фэншуйно. Вот хотелось бы это, конечно, все делать автоматически. Давайте мы это и сделаем. То есть мы сейчас откроем OpenCode и с помощью нашего локального Qwen 3.6 27b сделаем скриптик, наверное, питоновый, который будет эту конфигурацию нашу автоматизированно подтягивать и собирать вот этот вот конфиг. Мне кажется, это хорошая с точки зрения демонстрации вещь. Полезная, практичная. Заодно потом можно будет переиспользовать артефакт, который получится на выходе. Выбираем Qwen 3.6. Режим планирования. Еще одна ремарка. Если вы нажмете восклицательный знак, вы перейдете в режим shell. Того shell, который у вас сейчас открыт. Я, например, хочу проинициализировать git репозиторию. Репозиторий инициализирован. Хоп, все есть. Отлично. Теперь давайте на всякий случай... На всякий случай можно, конечно, hi еще написать привет Qwen, но я знаю, что он у меня работает, поэтому я этого делать не буду. С чего начать? С чего начать в такой задаче, когда нам нужно автоматически собирать вот эти... не то открыл. Вот эти модели. У OpenAI Compatible серверов есть endpoint /v1/models. По этому endpoint можно достать информацию по моделям. Llama Swap то же самое. Предоставляет этот endpoint, и вы по нему можете достать все эти данные. Есть несколько минусов. У Llama Swap по умолчанию, например, алиасы вот так не открываются. Это одна из проблем. Она решается тем, что вы в Llama Swap просто используете параметр include aliases in list. True. Тогда те алиасы, которые вы описали тут, есть название модели, есть алиас. Он просто сделает две дублирующих модели. Здесь будет, например, Ornit, Deep Reinforce AI, Ornit 1.0.9b GUF, и еще здесь будет Ornit, Ornit 1.0.9b. И эти два блока, эти два объекта в JSON будут абсолютно идентичны, за исключением вот этого ID. Таким образом, мы решаем первую проблему, что нам нужно, и я бы хотел бы, например, пользоваться именно вот такими сокращениями, потому что когда я работаю с тем же агентом,
Мне удобно, когда я вижу вот такое название, а не длинную Deep Reinforce AI или вот как с Qwen Onslaught слэш Qwen 3.6, 27B, GUF, ну, вы поняли, да? Поэтому что мы сделаем? Мы сейчас скажем, давай-ка напиши нам скрипт, который будет забирать с этого endpoint эти модели. Давайте не localhost, а 127.0.0.1. 8080 v1 models. Давайте начнем с простого. То есть мы будем сейчас заодно посмотрим на демонстрацию того, как итеративно можно работать с нейронками. Итеративно значит то, что мы потихонечку едим слона по частям, что называется. То есть мы говорим то, что давай вот это сделаем, теперь давай вот это сделаем, теперь давай вот это сделаем. Это вариант декомпозиции. Он альтернативен тому, что вы пишете большой-большой промпт изначально. Мне такой стиль больше подходит, потому что мне проще работать с небольшими кусками кода, которые появляются, когда мне нужно посмотреть на них. Ну, на практике вроде бы локальным моделькам так подходит. Для больших моделек, насколько я слышал, можно именно прям большие промпты давать с планами, с целыми. Не знаю. Разные есть подходы. Смотрите сами, как вам удобнее, потому что вот тоже такой вопрос сложный. У каждого свой стиль общения с нейронками, и вот подходы тоже, соответственно, разные результаты дают. Так, я не могу записать файлы, потому что в режим плана. Так, создать, значит, pool models, std-lib использовать, fetches, IP, давайте-ка мы requests будем использовать. Это будет хорошая стартовая точка. Я не уверен, что нам нужен URL-lib request. Request у меня стоит системно, то есть у меня есть этот пакет, мне не нужно его устанавливать. Ну да, вот он проверил заодно, что есть пакет. Хорошо, окей, давай. И чтобы мы в режиме плана работали с ним, с open кодом, теперь нам нужно перевести в режим build, ну, то есть агент build использовать. Ну, там можно что угодно писать. Напишите implement yes, y, do it, что угодно пишите. Вот все будет работать. Главное перевести в режим билда, чтобы снялись ограничения, которые в режиме плана есть, и билд заработал. В режиме плана модель не может изменять файлы, может только читать те файлы, которые находятся в той же рабочей папке, где у вас запущен. Надо учиться говорить нормально. Запущен open код. Вот. Ну, он думает, пока он думает, можно заодно... Ага, да-да-да-да-да. Он уже все сделал. Можем с вами в бэкграунд отправить open код, посмотреть, что у нас получилось. Вот у нас есть pool models. На всякий случай мы его с вами проверим. Угу. ID, owned by, ну, в принципе, нам это не особо нужно. И context length он сразу вытащил. Это важный момент. Не во всех подходах, что я делал, автоматически у меня появлялся context length здесь. Это важный момент. Почему? Потому что, как видите, здесь есть NA. Я вообще хитрый тут план придумал, как вам показать тут, что он уже сразу с контекстом вытащил. В общем, по умолчанию, когда вы модельку добавляете в Llama Swap, у нее нет context length вот этого. В чем проблема здесь? Чтобы нам конфигурацию собрать, как я говорил, желательно контекст указывать у моделей. Мы это делали, когда мы собирали конфигурацию Llama Swap. Мы это делали, например... Где у меня? Да, это вот Qwen 3.6. Вот, например, context size, контекст. Как вы видите, тут немножко поменялось. Я тут больше макросов сделал. Есть, например, макросы для квантизации, для параметров и так далее. В самих моделях тоже появились макросы, которые устанавливают контекст. Почему? Потому что вот есть два места. Первое – это когда вы запускаете, вы передаете параметр context size, и тот самый контекст передаете.
Я квантизирую кэш здесь, поэтому чуть побольше контекста, чем по умолчанию то, что у меня есть. Параметры передаю. И вот в capabilities в блоке, который на одном уровне с алисами и командой, есть параметр контекст. И туда вы тоже можете передать такой же макрос. То есть, чтобы в одном месте менять, но просто везде он подтягивался. И тут, и тут. И тогда у вас контекст будет везде один. Вот эти capabilities, они как раз и прокидывают контекст для... Да, вот для V1 models. Вот как раз он здесь. У Gem вот есть context length, у это есть... Где Qwen? Вот Qwen. Context length 110 тысяч. Это вот то самое, что нужно в capabilities. Почему capabilities нужно указывать? Это одно из преимуществ, кстати говоря, LlamaSwap, что LlamaSwap, он по умолчанию дает вам возможность вот такие вот вещи делать. То есть вам нужно просто capabilities указать. У Llama CPP таких возможностей нет. Если бы мы с вами сейчас писали бы такой скрипт и пытались бы сделать такой скрипт для Llama CPP, нам пришлось бы с вами каждую модель отдельно запускать. Или пытаться парсить из конфигурации, какой размер контекста там будет передаваться, что не очень фэншуйно, мне не очень нравится так. Anyway, переходим обратно. У нас есть context length. Ну, из-за того, что давайте вернем в foreground наш open code. Давайте наш context length NA будем подсвечивать еще, да? Нет, давайте обратно в план переходим. Highlight. Models with non-existent context length. Простите меня за мой ломаный английский, но я как могу, так общаюсь, к сожалению. Сейчас он сделает план. Я хочу, чтобы появилась подсветка. Обычно это выглядит как такая довольно неудобная последовательность символов специальных для терминала. Вот, восклицательный знак мне тоже нравится. Да. Префикс с восклицательным знаком – это хорошо. Use red color to highlight NA models. Вот так напишем. Ну, чтобы он всю строчку постарался подсветить. Вот, ANSI Color. Да, вот эти самые. В свое время я увлекался написанием всяких терминальных программок на сишке. И вот очень много вот таких вот вещей нужно делать. ANSI Escape секвенсы специальные, которые позволяют сделать так, чтобы у вас подсвечивалась строчка и так далее, и так далее. Вот. Это и была цель, как раз, чтобы он так и сделал. Давай. Yes. Пусть делает. Переключили в режим билда. Говорим ему, давай, поехали. Я не знаю, насколько такой формат удобен для того, чтобы понять, как работать с моделью. Знаете еще, что тут еще не видно? Давайте я вот так вот на весь экран вот так вот разверну. Так меня, правда, не видно, да? А можно как-то? Эх! Ладно, так меня не видно. Здесь появляется, если вы больше сделаете размер или меньше. Да, вот если меньше сделать, тоже можно. Появляется панелька. На этой панельке есть название вашей сессии, в которой вы работаете. Есть параметры по контексту, сколько токенов использовано, сколько в процентах использовано, сколько долларов вы использовали. Если вы, например, работаете с какими-нибудь моделями, которые стоят денег, например, через OpenRouter что-то подключите, пожалуйста, здесь появится тогда стоимость в долларах. И LSP-шки. Если какие-то LSP в данном контексте имеются, то они подключатся. Это Language Server протокол. Какие-то подключаемые вещи. Это... Наверное, это будет бессмысленно здесь пытаться это объяснить. В общем, если вы знаете, что такое LSP, то они вам нужны. Если нет, то, в принципе, без них вы сможете жить. Так, возвращаем обратно. Размер 110 на 36, по-моему, у меня был, да. Так, подумал. Дан, тру-ту-ту. Окей, давайте посмотрим. Опять от Ctrl-Z отправим его назад. Посмотрим на наш pool models, он его назвал. Ага. На наш файлик. Важно, что я сейчас ничего не буду здесь редактировать и сохранять ни в коем случае, пока сессию вы не закрыли работы с задачкой. Лучше не изменяйте файлы, потому что иногда бывает ситуация, когда вы изменили их. Например, если я сейчас сохраню, у меня автоформатор в NeoVim сработает,
он отформатирует питоновый скрипт, и после этого модель может потеряться, что она где должна изменять, и все начинает сыпаться. Вот поэтому рекомендую, если вы работаете с нейронкой, поработайте с нейронкой, остановите этот процесс полностью, закройте ту сессию. Вручную все сделайте, откройте новую сессию и заново начните работать с файликом. Так, ну, в принципе, какой-то код достаточно простой. Забираем модельки, проверяем статус, exception поднимаем, все понятно, забираем дату оттуда. Если моделек нету, то нету моделек. Дальше выводим форматированный заголовок для каждой модельки, наши escape-коды и всего модельки. Очень простой скрипт получился. Хорошо, идем, мне нравится. Выходим, обратно возвращаемся в foreground. Только давайте еще попробуем запустить-то его. То, что-то я как-то пропустил. Нет. Вот, да, у нас красным подсвечиваются модельки. Что-то он где-то по пути потерял у нас восклицательный знак, да? Наверное, он... Я рассеянно посмотрел. Ага, да. Я когда говорил ему, он сказал то, что я не буду тогда. Ага. Угу. Ну ладно, в принципе, мы можем без восклицательных знаков оставить. Вполне подходящий вариант. Главное, что они у нас красно подсвечиваются, и мы сможем тогда посмотреть, просто запустить этот скрипт, посмотреть, какие модели у нас без указанного контекста, открыть в LlamaSwap нужные вещи и прокинуть туда контекст. Где у нас не было контекста? Давайте посмотрим. Ornit. Идем в Ornit, да? Ну вот, я здесь указал макрос, но я просто блок capabilities добавил. Давайте скопируем блок capabilities, вставим его. Оп, оп. Хоп. Давайте, где у нас еще его не было? У кого? У Olmo у нас не было его. Да? А тут есть Olmo. Я его оставил? Для цели тестирования, видимо, оставил. Что я делаю? Вот так. Угу. И кого не было еще? Ornit и Olmo, да. А это все дублирование, потому что такие айдишники. Окей. Хорошо. Все, мы тут сохранили. Конфигурация перезагрузилась. Все. Теперь у нас все нужное с контекстом, как мы и ожидаем. Хорошо, поехали дальше. Попробуем теперь, значит, что мы сделать. Мы вытащили модельки, мы проверили, что есть контекст. Все хорошо. Теперь нам нужно собрать вот тот самый JSON. И на этом этапе очень важно, что у вас рядом в локальной папочке лежит тот самый конфигурационный файл, на который можно ориентироваться как пример для нейронки. Давайте мы скажем ей based on собачка OpenCode.json.c. Based on OpenCode.json.c. Как бы лучше это сформулировать, вопрос, да? Знаете, не based on... Что я... Зачем я home нажал случайно? Та-та-та-та, use. Write a proper JSON with models, model names and their context. Use OpenCode.json.c. Используем контекст через собачку. Почему-то иногда не всегда подтягивается он сразу, но если вы собачка напишите какую-нибудь точку и назад вернетесь, то, пожалуйста, сразу все будет работать. Use OpenCode.json.c as reference. Include only a llama or llama style model names. Llama style — это вот как раз тот, который название модели, двоеточие, количество параметров. Большие названия полные — это не Llama style. Я надеюсь, что он сейчас поймет и сделает нам соответствующие изменения. Так, нет, я неправильно сформулировал на самом деле задачу. Я написал ему то, что напиши корректный JSON с названием модельки и их контекстов. Он может это понять, что я просто должен сейчас, как модель должна понять, что я должна сейчас пойти и просто их написать в файлик. То есть не написать скрипт, а написать просто сразу файлик. Наша цель — это сделать не как раз не так,
а написать скрипт. Почему? Потому что нам нужны детерминированные инструменты, чтобы каждый раз не использовать модель для того, чтобы сформировать этот конфигурационный файл. Мы можем просто взять и использовать скрипт. И наша цель с помощью недетерминированной части модели сформировать детерминированный скрипт, который потом уже будет работать с этой конфигурацией. Я очень, наверное, завернуто сказал. Надеюсь, это понятно, о чем я говорю, но ладно. Если что, пишите, опять же. Может быть, я ошибаюсь. Ну вот, он пошел, он выдрал файлики. Ну вот, он хочет сделать файл. Нам этого не надо делать на самом деле, да? Ну, кажется, не нужно. Чтобы вернуться к предыдущей точке, когда вы неправильно что-то сделали или вам не нравится результат, который получается, вы можете нажать на левой кнопкой мыши на сообщение и выбрать revert. У вас сразу revert сообщение отгрузится, которое вы изменяете сейчас в промпт, который вы сейчас пишете, и вы сможете его изменить. Update a script to write a proper JSON config with model names and their context. И все то же самое оставляем, что дальше есть. Вот. Теперь мы явно говорим, что нужно обновить скрипт. Не то, что модель должна пойти что-то сделать, а обновить скрипт. И это наша цель. Это важная вещь, потому что раз за разом, когда работаешь с моделькой, они по-разному понимают то, что ты от них хочешь. Какая-то моделька пойдет и всегда будет писать скрипт. А какая-то моделька пойдет и будет в зависимости от ситуации. Вот как сейчас вы видели, когда-то она там будет скрипт изменять, когда-то она там вручную сама все это сделает. Поэтому лучше явно сказать, я хочу обновить скрипт. Вы можете даже через контекст вот так вот. Опять вот та самая история с контекстом. Вот pull models, да? Вот pull models py. Вы можете прям дать ему явно, какой файлик нужно изменить, чтобы он конкретно его изменял и не тупил. Так, что он хочет сделать? В плане, что у нас получилось? Угу. План такой. Обновляем pull models py, фильтрует имена. Вот, он понял, что это all style имена. Хорошо. Да, эксклюдим все slash-based. Ага. Вот мы получили тот самый формат. Причем, смотрите, я ему даже не говорил, что output должен быть в 2 раза меньше, чем контекст. На самом деле не обязательно так должно быть. Вы можете output поставить столько, сколько хотите. Output ограничивает, сколько должно быть на выходе одно сообщение, если я правильно понимаю. Я до конца еще не понял, что это значит в контексте именно этой конфигурации. Но как? Если использовать за точку основы соседние продукты, типа всяких кило, клайнов и других штук, похоже, что это в половину именно должно быть от размера контекста, чтобы одно сообщение не было больше, чем в половину контекста. И, соответственно, models.json в project root. Угу. Вопросы задает. Skip. Нам нужно пропустить все. Skip. Models without a context length. Что еще? Если вы хотите перенос сделать, кстати говоря, в разных операционных системах, ну, я имею в виду, что новую строчку сделать в промпте, если вы Enter нажмете, то она отправится. Если вы хотите сделать перенос, то даже есть... Вот здесь есть в OpenCode, в конфиге есть keybindy, и здесь есть Ctrl-Enter, да, как он называется здесь? Return, да? Input New Line конфиг называется. Вот он. И тут есть разные варианты этих сочетаний. Вот, я поменьше сделаю шрифт, чтобы было видно. Shift, Enter, Ctrl-Enter, Alt-Enter, Ctrl-J. На разных операционных системах и в разных шеллах будет по-разному работать. Поэтому попробуйте разные варианты сначала. Потом просто запомните и используйте их. Вот в моем, например, случае мне нужно использовать Ctrl-J. Другие варианты у меня почему-то не работают. У кого-то говорят то, что по-другому. Вот у меня есть коллега с ноутбуком на Windows. Там Ctrl-J не работает, там, по-моему, Alt-Enter работал. Везде по-своему. Skip models without context length. Output should be a half of context. Да.
use. Пока ставим models.json, пусть он пишет в models.json. Сейчас мы план закончим, сбилдим, посмотрим, как он выведет эти модельки. И если все окей, мы попросим обновить этот скрипт, чтобы он как раз сразу обновлял наш OpenCode.json-C, ну или JSON файл. Models.json is okay. Do it. Вот так напишу. Пусть он подумает. Пусть помозгует и поделает. Пока он этим занимается, у меня еще одна там была открытая вкладочка, про которую я совсем забыл. Если сейчас сумбурно очень рассказываю, простите, я стараюсь записывать все в один заход, то есть ничего не редактировать, без сценария, без всего, потому что иначе я вообще не могу делать эти видео, поэтому извините, если так получается. У LlamaSwap тоже есть конфиг schema.json, в которой указано, какие есть параметры, где, и вот, например, тот же самый capabilities, который мы с вами смотрели, вот вы можете здесь посмотреть. Нет, вот здесь, да, посмотреть, какие есть тут внутри параметры. То есть вы можете написать in, out параметры, tools и так далее. И вот контекст наш. In, out – это модальности. То есть вы можете сказать, что модель, например, принимает текст и на выход дает только текст. Но нам это в данном случае не надо, меня это не интересует. Нас интересует именно контекст в первую очередь. Вот пусть редактирует. О, нам даже div показали, это уже хорошо. Мне больше так нравится. Build model config. Ага, он игнорирует те, которые с двоеточиями модели. Точнее, не с двоеточиями пропускает. И JSON-чик вот этот вот выкидывает. Записывает его просто с двумя отступами. Ну и все, в принципе, нормально. Хорошо, давайте отправляем его в фон. Ctrl-Z. Запустим. Так, только локально давайте. Я забыл, что он не пометил его как исполняемый. Хорошо, pull models. А как нам запустить его? Он прям так его сразу записывает в models.json. Интересное решение, интересное. Похоже на правду. Да, все модели есть. Gemma, Granite, Olma, Ornit, Qwen. По-моему, именно так у нас все в LlamaSwap и есть. Gemma, Granite, Olma, Ornit, Qwen. Все, отлично. Хорошо, теперь давайте скажем, чтобы он у нас update просто pull models артикли, ужасная вещь. Update pull models by script. So it will update OpenCode JSON-C with models properly formatted JSON for models. Нет, не build. Escape, остановить. Возвращаемся, revert, переключаем режим на tab и запускаем. Я сначала так думал, стоит ли так показывать, а теперь смотрю, сколько я ошибок делаю на камеру. Это же отлично показывать. Escape это останавливать, чтобы пристала исполняться для модельки задачка. И, revert. Опять же, мы уже с вами посмотрели, как можно возвращаться к предыдущим сообщениям. Внизу, если у вас нет боковой панели, вы параметры по процентам можете видеть внизу еще. Как вы видите, здесь тоже есть подсказка по командам. Тоже очень полезная вещь. Так. Modify, replace, write, with update. Replace, should be keep right. Do not write models JSON. Нам не нужно писать models JSON теперь, потому что мы будем сразу OpenCode JSON-C обновлять. Да, он еще говорит, что он будет заменять провайдер Local Models с новым конфигом. Да, мне подходит такой вариант, что он будет полностью его заменять.
Там можно было бы рассмотреть мерджи, как можно смерджить. Так, Ctrl-Z давайте приостановим, но сейчас я покажу вам, как выглядит этот конфиг. То есть мы сейчас просто вот только такой вариант имеем, но здесь могут, кроме этих названий, еще иметься имена какие-то для моделек, другие параметры, которые можно там присваивать. Я все сейчас не буду рассматривать, этому просто времени не хватит. Я боюсь, что и так уже очень много времени съел. Вот конфиг, откройте документацию вот тут в конфигах, в провайдерах, тут с модельками, вот эти вот все разделы, тут очень много всего есть полезного. И опять же, есть их вот этот конфиг JSON, где вы можете почитать, какие параметры можно использовать. Много чего там можно сделать. Я не хочу сейчас просто загружать модель лишними вопросами про то, чтобы мерджить вот здесь вот в конфигах другие поля. Так, тут выходим, возвращаемся в foreground. Да, yes. Replace models section. Сейчас мы в плане зафиксируем то, что он понял. Я говорю, она, модель поняла. Он, в смысле, Квен. Квен понял все, что от него сейчас требуется. Ага. Изменения удалить. Функцию добавить update config. Считать, заменить. 2 отступа использовать для того, чтобы JSON записать. И main должен вызывать это. Все, ready to implement. Implement. Давайте do it. Все, пусть исполняет. То, что это такое? Прохлаждается, сидит. Нехорошо. Модель должна работать. Я даже не знаю по поводу формата. Я очень долго что-то подходил к этому видео. Я пытался и с одной стороны его что-то как-то так тыкнуть, и с другой стороны и так вот тыкнуть. Но тяжело с этими рассмотрениями именно инструментов типа OpenCode, потому что хочется все показать, а все показать не получится. Даже вот какие-то элементы базовые хочется показать, и то это занимает время, потому что в процессе работы модели тоже долго думают. А если не показывать, как они думают и как они работают, какой смысл от того, что я вам показываю локальные модели? Вы же должны понимать, что происходит и как это работает тоже. Важно, кажется. Ух, какой он RMF, прям так удалил. Ну ладно. Так, значит... JSON-seq contains 6 models. The models removed. Models JSON был removed. Ctrl-Z. Давайте посмотрим на состояние наше локальное. Угу, pool models. Можем заодно почитать, что там в pool models происходит, да? Угу. Build model config то же самое. Update OpenCode config вот тот самый. Он просто заменяет его на кусок конфига. Ага. Окей. Здесь много сейчас вот ворнингов есть, которые связаны с тем, что у меня based PyWrite используется для того, чтобы в Python типизацию соблюдать. Я их игнорирую сейчас, потому что это скрипт, который будет локальный. В принципе, если пишете свой проект, лучше сделать agents.md файл, в котором будет написано то, что все функции должны иметь четкие тайп-хинты. Вот, это полезно бывает. Так, давайте посмотрим на наш OpenCode JSON-C. Угу. Вот наши модельки здесь появились. Отлично. Тогда мы можем что сделать? Python 3 pool models, Py, и он сразу внизу вот информацию по обновленным моделькам дает. Хорошо. Что мы еще сейчас можем сделать? В принципе, мне это нравится. Теперь знаете что? Давайте последний элемент. Update file at .config open code JSON-C. Почему у меня так... Что-то... не тот размер. Если размер терминала не тот, у меня иногда съезжают прям символы. Вот, например, меньше поставил. Видите, как съезжать начинают. Какая-то беда. JSON-C. Update файл. Вот я ему говорю, обнови файл. Но я же не хочу, чтобы он не файл обновил, а он update pool models Py. So it will update models in... Вот. Вот так. Обнови скрипт, чтобы этот скрипт обновлял что-то. Вот тогда точно моделька пойдет и будет обновлять наш скрипт. Угу.
Файлик он нашел. И смотрите, он спрашивает разрешение, чтобы прочитать файлик во внешней директории пермишена. И мы можем один раз разрешить, всегда разрешать, или отклонить такой request. Ну, один раз можно прочитать, почему бы нет, правильно? Он хочет посмотреть структуру OpenCode JSON-C. Сейчас мне интересно, что он сделал, потому что там-то JSON-C у нас пустой. Интересно, интересно. Ага. Он говорит то, что если нету provider local структуры, когда мы попробуем установить provider local models, ну, все провалится, поэтому давайте мы, пожалуйста, сделаем вот так, что если нету provider local, то мы ее соберем. Так, и вопрос. Скрипт должен полную структуру создать или обновлять только если provider local. Давайте подход А, мне нравится, чтобы он создал. Вообще, не всегда так он спрашивает вопросы. Частенько, когда спрашивают вопросы, прям появляется менюшка, где вы можете выбирать варианты ответов. В данном случае почему-то конкретно в этом варианте взаимодействия у меня так не получается. Не знаю почему, но вот так. Сколько там времени-то уже набежало? А, тут не посмотришь никогда. Ладно. Expand user сделать. Ага. Set default. Ага. Project level OpenCode JSON-C reference entirely. Global config will be updated with 6 months. Давайте, мне нравится такой подход. Давайте попробуем. Do it. Пусть сделает нам. Я еще занимался за прошедшее время с последнего видео вопросом бенчмарков. Хочется понять, какие модельки действительно что могут делать. Я сначала пытался собрать какую-то базу для тестов задачек, потом понял, что мне нравится очень Advent of Code. И в Advent of Code можно прям использовать их задачки как хороший такой базовый референс для того, чтобы посмотреть, какие модели что умеют делать. Из минусов то, что модели могут быть натренированы на ответах для Advent of Code, поэтому еще бы не задевать бы микрофон. Это может быть не очень удачно с этой точки зрения. Но маленькие модели, которые я тестировал, совсем маленькие, вот 2B, 4B, далеко не все справлялись, на удивление, с Advent of Code, поэтому вот хочется, чтобы... Хочется понять, где вот та граница с маленькими моделями, где действительно имеет смысл использовать их еще. Или они уже совсем вообще ни для чего не подходят. Потому что я тоже людям говорю, что, в принципе, можно с достаточно небольшими объемами видеопамяти, типа там 8 гигабайт даже использовать модели, но хочется понять самому для себя, действительно ли это так или нет, потому что я все-таки пользуюсь чаще большими моделями, которые у меня можно запустить, но большими они, в смысле, по отношению к 8 гигабайтами в RAM. Так. Но хочется понять, где вот эта граница, где модели, которые совсем уже придурочные, становятся для того, чтобы их использовать относительно 27B, например. Так, давайте посмотрим, что у нас теперь с кодом исходным. Вот они, set-дефолты наши. Ну, в целом, ладно, в целом нормальный скрипт. Это скрипт, я напомню, это не код, который будет в продакшене использоваться, поэтому нам этого и будет достаточно. Pull models. Угу. Все, видим то, что он развернул тильду в мою домашнюю директорию, и конфиг OpenCode JSON-C он обновил. Давайте посмотрим, что у нас в нем сейчас лежит. Прекрасно. Провайдер есть. Все есть. Супер. По-моему, все работает. Я, наверное, потом даже это куда-нибудь скину, этот скриптик, если вам нужно, просто мало ли. Вот, можно будет посмотреть. Возвращаемся в OpenCode. Две последние вещи, которые хочется показать. В принципе, мы все с вами посмотрели. Есть еще такая штука, как div здесь. Нету дифа. Наверное, потому что я не сделал коммит базовый еще здесь. Оп. Ctrl-Z.
Что у нас тут? Давайте сделаем пустой коммит. Allow empty. Initial, назовем его. Угу. Теперь div покажет нам что-то. Да что ж такое? Не показывает. Ладно, я надеялся, что здесь покажет. Здесь можно вот делать div, и вы можете посмотреть изменения, которые были сделаны. Но почему-то в данном случае у меня ничего нет. Не знаю. Если знаете, почему так, подскажите, потому что вроде как бы вот у меня файлики есть. А если мы git add сделаем? Ну и вернемся в OpenCode. Нету дифа. Ладно, не знаю, что это такое. Бывает удобно именно из OpenCode, из самого открыть вот этот div и посмотреть, что с файлами изменилось. Насколько я вижу, это сейчас не работает, и почему, я не знаю. Может быть, какая-то бага, может быть, еще что-то. В общем, раньше работало. Еще есть полезная штука, очень полезная штука. Это на самом деле тоже один из агентов внутри, который можно использовать, который называется review. Вот. Его можно в режиме плана использовать, чтобы он ничего не изменял. Вы просто пишете /review, он все незакомиченные изменения у вас добавит в... Ну, как тут видно, есть вариант использования commit, branch или PR. По умолчанию uncommitted changes. То есть те, которые у нас есть изменения, они все uncommitted. Что произойдет? Запустится субагент, который будет делать ревью в соответствии со своим планом. Если вы хотите посмотреть, что внутри тут происходит, вы можете либо левой кнопкой мыши кликнуть, либо нажать Ctrl-X и вниз, чтобы посмотреть на субагентов. Вот здесь есть подсказка, как это делать. Опять же, OpenCode чем хорош, что он везде подсказывает вам, какие кнопочки можно нажимать. Когда вы в него провалились, здесь есть, соответственно, вверх, если стрелочку нажать, то вы выберете в основного агента из субагента, предыдущий субагент налево, следующий субагент направо. Это если вы работаете с какой-то задачкой, которая требует большого количества субагентов, очень удобно бывает перемещаться между ними вот так. Напомню, что субагенты не всегда далеко нужны, и они часто используются тогда, когда и не надо их использовать. В данном случае это, в принципе, вполне логично, но можно было бы и без него тут обойтись. Хотя часто, конечно, ревью достаточно большой объем данных вытаскивает, и поэтому это полезно как субагенту. Смотрите, как вы видите, здесь вот контекст у субагента отдельный. Всего 9% использовано. Если мы выйдем в верхний уровень, у нас уже здесь 24% использовано. То есть субагент имеет свой контекст. Самая важная вещь, которую нужно помнить про субагентов. Так, и он здесь нам рассказывает результаты того, что получилось. Ну и сейчас, собственно, он завершает вытаскивать эту информацию в основного агента, если я правильно понимаю. Что он нам тут рассказал? Bug. JSON load cannot parse JSON-C file. Он говорит то, что JSON-C с комментами, а JSON load не сможет загрузить, если это не простой JSON, если там есть комментарии. Окей, это нормально, мы это будем игнорировать сейчас. JSON dump string comment on write. И даже если он считает, то JSON dump удалит коммент. Опять же, меня комменты не интересуют в этих файлах. Наверное, надо просто назвать их JSON вместо JSON-C сразу было. Но ладно. Как есть, так есть. Как записываю, так записываю. Update код configures exist models. Нормально. Это не баг. Это я то, что хотел сам. No error handling on file operations. Если конфиг не существует. Ну, вот это, кстати говоря, можно было бы и посмотреть, подумать над этим. Если вы хотите скопировать, кстати говоря, что-то из этого окошка, левой кнопкой мыши выбирайте текст, просто отпускаете левую кнопку мыши, и автоматически в буфер отправится текст. Статус field access assumes dict is instance. Ну, нет. Пока оставим как есть. Anti-escape code, break column alignment. Нет, не breaks on column alignment. Все хорошо. Ну, в целом, да. В целом все нормально, короче. Вот он тут просуммаризировал все эти вещи и предлагает какие-то фиксы. Ну, то есть вы можете использовать ревью для того, чтобы
дополнительно еще раз с помощью модели независимыми глазами, оторванными от этого контекста, который уже был, в субагенте посмотреть на код и сделать какие-то выводы, где модель на основе этого результата дополнительно предложит вам какие-то элементы для того, чтобы дальше поработать. Какие-то изменения, баги может пофиксить и так далее. Очень полезная штука. Очень рекомендую ей пользоваться, если есть такая возможность. Вот, как-то так. Наверное, на сегодня уже хватит. Уже много, наверное, времени прошло. Но, да, еще можно, кстати говоря, thinking-блоки показывать, раскрывать или закрывать. На левую кнопку мыши просто можно кликнуть, и они будут показываться. Что-то еще тут? Что еще тут? Таймстемпы. Таймстемпы меня не очень интересуют, но, в принципе, тут что-то поменялось, таймстемп? Ничего не поменялось. Ну, в общем, ладно, anyway. Тут есть много всего, просто нужно тыкать, пробовать и смотреть, как это все выглядит. Если вы хотите быстро перемещаться между вашими вопросами, вы можете с помощью таймлайна, например, это делать. Вот. Ладно, наверное, буду закругляться. Если что, этот скрипт, наверное, куда-нибудь выложу. Я не знаю, пока нужно ли это или нет. Или это бестолковая фигня. Напоминаю еще раз, что если вы хотите в сессию обратно войти, которая у вас была, вы можете пользоваться Sessions. И вот наш Python скрипт как раз есть. Также мы можем проваливаться в субагентов, то есть все сохраняется. Вот, еще что забыл-то. После того, как вы поработали с моделью, вы можете делать экспорт. Очень полезная штука. Я вот хочу как раз, когда буду делать, может быть, дойду до этого, до того, чтобы сделать бенчмарк, сделать такие, прогнать много вопросов, и потом сделать экспорт для модели. Вот вы видите, в Markdown он экспортирует результаты. Все, сохранил. Можем выйти отсюда. Если вы хотите, кстати говоря, новую сессию начать, то вы можете /new нажать. Если хотите выйти просто, не закрывать в фон, а Ctrl-D, и окно закроется. Ну, стандартное достаточно сочетание. И можем посмотреть на Markdown файл. Вот наша вся переписка форматированная. Можно ее потом, не знаю, куда-нибудь преобразовать с помощью того же пандока. В примеры в какие-нибудь выложить куда-нибудь как HTML-ки. Мне кажется, может быть хорошо для бенчмарка, чтобы вот так посмотреть потом, что модель где думала, что там она отвечала как. Потому что в thinking-блоки тоже включены. Не знаю, надо подумать хорошенько над этим. Может быть, что-то и сделаю. А на этом все. Вам спасибо огромное за внимание. Наверное, тягомотина вышла, но, может быть, что-то из этого все-таки будет полезно. Еще увидимся. Пока.